Представьте себе, мальчик исчезает с улиц богатого квартала. Спустя 17 лет он возвращается. Ни в слезах, ни в поисках прощения. Он возвращается, чтобы разрушить все, что эти люди строили годами. Те, кто называли его сыном, теперь молчат. Те, кто вычеркнули его имя, теперь прячут глаза. Почему его лицо боятся даже на улицах? Кто прятал его прошлое за дорогими костюмами и фальшивыми улыбками? И что произошло тогда, в ту ночь, когда он исчез? В этом видео история, которую сам сериал «Дикий» рассказывает между строк. Не просто о мести, о выживании, о предательстве в самой тихой форме, о человеке, который должен был исчезнуть, но вернулся, чтобы всех поставить на колени. Оставайтесь до конца, вы не представляете, на что он пойдет ради одного взгляда. Это «Дикий». За 30 минут. Без воды. Только суть. Говорят, настоящий герой появляется тогда, когда от мира больше ничего не ждешь. Именно так начинается история, которая перевернула турецкое телевидение и стала настоящим культурным феноменом. «Дикий» — это не просто сериал. Это удар током по системе, где грань между правильным и выгодным давно стерлась. Уже с первых сцен становится ясно, зрители не будут убаюкивать красивыми кадрами или простой любовной историей. Здесь все иначе. Жестко, живо, правдиво. И именно поэтому миллионы не могут оторваться. Он — Яман. Имя, которое уже звучит как вызов. Он вырос на улице, где каждый день борьба за выживание. Но в нем не только сила, но и внутренний код, который он не предает. Это не типичный герой-романтик. Яман умеет быть жестким, но не жестоким. Он идет против системы, но не ради бунта. Он просто не может быть другим. С первых минут ты не просто смотришь, ты будто оказываешься внутри его мира. Мир, где на одних улицах раздаются выстрелы, а на соседних поют о любви. Где улыбка может скрывать опасность, а помощь оборачивается ловушкой. Но в этом хаосе Яман держится. Он не ищет спасения. Он сам становится опорой. Для тех, кто слабее. Для тех, кто давно потерял веру. И именно в этом первое сильное отличие «Дикого» от большинства сериалов. Здесь нет искусственно созданной драмы. Все, как в жизни, контрастное, непредсказуемое и очень-очень личное. Каждая сцена будто бы взята из реальности. Камера не приукрашивает, звук не прячет эмоции. Это история о тех, кого часто забывают показать, о тех, кто вырос на дне, но не стал частью этого дна. Яман не один. Вокруг него улицы, друзья, враги, полицейские, чиновники. Но главное, он сам. Его внутренняя борьба – это и есть главный двигатель сюжета. Именно это делает его таким живым. Таким настоящим. А теперь представь, что ты жил всю жизнь по своим правилам, зарабатывая уважение на улицах, где уважают только силу. И вдруг, однажды все меняется. Яман еще не знает, что каждый его шаг теперь будет влиять не только на него. Он даже не догадывается, что рядом уже начинаются события, которые поставят под угрозу все, чем он живет. Но пока что он просто идет вперед. Уверенно, словно уже видел конец своей истории. Хотя на самом деле все только начинается. Город, в котором разворачивается история Ямана, это не просто фон. Он живет своей жизнью, давит, дышит, наблюдает. Здесь каждый угол что-то скрывает. Каждое движение может стать последним, каждое слово – поводом для конфликта. Этот город не прощает. Он воспитывает грубо и бесповоротно. Яман не чужой здесь. Он вырос на улицах, которые помнят каждый его шаг. Но однажды он исчез. Исчез на долгие годы, словно растворился. А теперь вернулся, и не просто как тот самый мальчик из прошлого,
а как человек с другим именем, другим взглядом и другим внутренним стержнем. Он больше не тот, кем был. Но город помнит и встречает его без особого радушия. С ним рядом те, кто прошел с ним через самое грязное. Джесур, резкий, прямой, его правая рука. Аси, горячая, уличная, но верная. И Умут, молчаливый, выносливый, самый молодой, но уже с печатью улицы в глазах. Они не братство по крови, но по боли. Для них возвращение Ямана как сигнал. Он снова с ними. Он снова ведет. И хотя все они знают, во что это может вылиться, остаются. Потому что в этом мире остаться вместе – единственный способ выжить. Но есть и другой мир. Мир, от которого Яман был отрезан. Дом семьи Сайсалан, благополучный, уважаемый, обеспеченный. В этом доме свет, порядок, утренние завтраки и тишина за длинным обеденным столом. Здесь живет Руя, девушка, которая выросла под защитой этих стен, но чувствует себя в них чужой. Руя – нетипичная представительница богатой семьи. Она не играет в холодность, не носит маску надменности. В ее взгляде внутренняя тоска. Чувствуется, что она многое видит и понимает, но предпочитает молчать. У нее непростые отношения с отцом, Серханом, и слишком много вопросов к матери, Шебнем. Все в ее жизни внешне правильно, но душевно расшатано. И вот, когда Яман и Руя впервые сталкиваются, ничего не происходит. Ни вспышки, ни драмы. Просто взгляд. Просто осознание. Ты не отсюда, но ты понимаешь. Именно в этой точке сериал незаметно переключается с истории возвращения к истории столкновения миров. Уличная правда Ямана и замкнутая тишина Руи начинают пересекаться все чаще. Он не стремится к ней, она не ищет его, но город будто сам сводит их. Пока еще они не знают, кто они друг для друга. Пока просто чужие. Но зритель уже чувствует, это больше, чем случайность. Это завязка. И не на романтику, а на испытание. Тем временем под поверхностью нарастает напряжение. Не все рады возвращению Ямана. Слишком многое он может напомнить. Слишком сильно выбивается из общего порядка. Его шаги слышны. Его голос узнаваем. Он вернулся, и теперь никто не сможет просто жить дальше, как раньше. Он не просит о мести. Он просто берет его обратно. Яман не возвращается в роли потерянного сына или раскаявшегося уличного парня. Он возвращается как человек, который видел иное, и уже не станет играть по чужим правилам. Прошлое цепляется за него в каждом шаге. Кто-то шепчет за спиной, кто-то наблюдает издалека, а кто-то слишком громко говорит, что не боится. Но страх есть. Его боятся не из-за силы, а из-за непредсказуемости. Потому что он человек, который выбрал жить по своим понятиям в мире, где понятия давно куплены. Он не мстит, не ломает двери. Он действует иначе. С холодной точностью. Сдержанно. Пока его друзья Джесур, Аси и Умут по-прежнему действуют открыто, Яман держится в тени. Он наблюдает. Он вникает. Он ищет не врага, он ищет корень. Но корень глубже, чем он ожидал. Мир, который кажется устойчивым, оказывается собранным на нитках. И те, кто за ними держится, не собираются их отпускать. В семье Сайсалан напряжение тоже растет. Отец Руи, Серхан, скрытный и властный, замечает перемены в настроении дочери. Он понимает, кто-то или что-то влияет на нее. Мать, Шебнем, старается держаться на безопасной дистанции, но ее глаза выдают тревогу. В их доме не принято задавать лишние вопросы. А значит, именно эти вопросы самые важные. И между этими двумя мирами снова и снова пересекаются взгляды Ямана и Руи. Без слов, без шагов навстречу. Но с каждым разом глубже. Она видит в нем не опасность.
Она видит человека. Не идеального, но настоящего. И этого достаточно, чтобы разрушить ее представление о правильности. А он в ней не спасение, не надежду, но напоминание, что внутри него еще осталась часть, способная чувствовать. Он не хочет втягивать ее в свой мир. Но этот выбор уже не в его власти. И в тот момент, когда кажется, что все под контролем, происходит то, что меняет расстановку. Появляется фигура из прошлого. Человек, имя которого не произносилось вслух. Связанный с Яманом через историю, которую он давно пытался забыть. Он не пришел с угрозой. Он пришел с напоминанием. И теперь все, что было построено за последние дни, начинает шататься. Яману придется сделать выбор: снова исчезнуть или остаться и смотреть в лицо тому, чего он боялся больше всего. Но он больше не тот мальчик. Он стал чем-то другим. И город это чувствует. Когда прошлое настигает, оно не стучится. Оно врывается. С холодной уверенностью. Без объяснений. Без права на отказ. Яман знал, что рано или поздно этот момент настанет. Но он не знал, что встретит его в тот самый момент, когда начал ощущать внутреннюю тишину. Именно в тот миг, когда впервые за долгое время позволил себе просто стоять, просто смотреть, просто слушать. Без напряжения. Человек, которого он встретил, не враг и не друг. Скорее, призрак. Напоминание о том, кем он был. Словами этот человек ничего не сказал. Но взгляд дал понять все. Те, кто думают, что Яман вернулся просто так, ошибаются. Его возвращение кому-то мешает. Слишком сильно. Слишком своевременно. С этого момента начинается невидимая охота. Не за Яманом, за его прошлым. За его уязвимостями. За тем, что может его сломать. И первым, кто оказывается на линии огня, становится вовсе не он, а те, кто рядом. Джесур все чаще проявляет агрессию. Он чувствует давление, но не понимает, откуда оно. Аси начинает задавать вопросы, которых раньше не было. Умут молчит. Его молчание самое тревожное. Оно не из страха. Оно из осознания. В это же время в доме Сайсалан что-то меняется. Руя все чаще уходит в себя. Ее утренние диалоги с матерью становятся короче, а с отцом напряженнее. Она не может объяснить, что происходит, потому что сама не до конца понимает. Все, что она знала, начинает расплываться. Как будто кто-то сдвинул стены ее мира, и она больше не уверена, где дверь. Она чувствует, что все начинается с Ямана. Но одновременно знает, он не причина, он следствие. И именно поэтому она не отталкивает его. Не убегает. Она просто наблюдает. А он не приближается. Он дает ей пространство. Понимает, что в ее жизни хватает давления и без него. Но именно в этом молчаливом балансе между ними и рождается то, что сложно объяснить. Не чувство, не влечение, а взаимное узнавание. Он видит в ней ту, кто не боится смотреть в глаза, даже когда страшно. Она в нем того, кто прошел сквозь огонь и не сгорел. И в этот момент все вокруг начинает ускоряться. Старые дела снова всплывают. Кто-то начинает копаться в документах. Кто-то следить. А кто-то уже готовится сделать ход. Яман понимает, скоро будет удар. Он не знает, откуда именно, но точно чувствует, он близко. И теперь уже нельзя быть просто наблюдателем. Он снова становится тем, кем был. Только теперь у него есть то, чего раньше не было. Цель. Когда город готовится к удару, все замирает. Но снаружи ничего не меняется. Светофоры мигают в обычном ритме, чай наливают в тех же стаканах, люди спешат по тем же маршрутам.
только Яман больше не идет по этим улицам, как раньше. Теперь каждый поворот – это потенциальная ловушка. Каждый взгляд – как возможный выстрел. И вот, в самый неожиданный момент, между всеми этими напряженными точками, где каждый на пределе, он сталкивается с ней. Не случайно, судьба умеет быть точной. Руя. Она появляется не как спасение, не как прерывание, а как контраст. Спокойная, собранная, будто бы вне всего происходящего. Но именно это спокойствие и настораживает. В этом взгляде нет наивности. Она не спрашивает, где он был. Не просит рассказать, почему исчез. Она просто говорит фразу, которая звучит тише шепота. «Ты не выглядишь как человек, который вернулся навсегда». Эта сцена меняет многое. Не потому, что в ней что-то случается, а потому, что с этого момента между ними больше нет стены. Нет недосказанности. Она поняла, Яман несет в себе что-то слишком тяжелое, чтобы называть это просто прошлым. Он понял, она не боится знать. Эта невидимая связь, которая появилась между ними раньше, теперь начинает пульсировать. Не как любовь, пока нет, а как возможность. Но каждый шаг к ней – это шаг против города. Против улицы, которая его вырастила. Против друзей, которые ждут действий. Против врагов, которые уже готовят почву, чтобы стереть его из памяти. Тем временем Сайсаланы ощущают приближение бури. Серхан все чаще срывается. Он чувствует угрозу, но не может понять, откуда она. Шебнем становится резкой, скрытной, как будто ей тоже есть что терять. И только Руя все чаще выходит из дома. Все дольше остается на улицах, где до недавнего времени ей нечего было искать. И однажды все сдвигается. Негромко. Без скандалов. Просто одно событие. Один шаг. Один взгляд. Кто-то видит Рую с Яманом. И теперь все по-другому. Не потому, что их отношения стали известны, а потому, что система, которая выстроена вокруг семьи Сайсалан, не допускает случайных связей. Тем более с человеком, чье имя слишком долго было вычеркнуто из всех архивов. И когда этот факт доходит до нужных ушей, начинается реакция. Не резкая, не демонстративная, а тихая, точная и опасная. Как в шахматах делают первый ход. Но этот ход не по правилам. После первого хода все меняется. Теперь каждый шаг Ямана под наблюдением. Кто-то внимательно изучает его прошлое, кто-то проверяет связи, а кто-то уже ищет, куда ударить. Не физически. Хуже. Там, где больно по-настоящему. Яман чувствует, что сжимается кольцо. Это не страх, он давно с ним на «ты». Это инстинкт. Тот самый, который спасал ему жизнь, когда он еще подростком бегал по дворам. Только сейчас все тоньше, глубже. Удар может прийти отовсюду, через друзей, через врагов, через нее. Он больше не может быть просто наблюдателем. Он идет навстречу. Сам. Не прячется, не оправдывается, не доказывает. Просто становится видимым. И этим опасным. Потому что человек, которому нечего терять, это угроза. Но человек, у которого появилось, что терять, еще страшнее. Связь с Руей крепнет, даже если они это не проговаривают. Он не обещает ей ничего. Она не просит. И именно поэтому между ними возникает нечто большее, чем чувство. Это доверие, хрупкое, как стекло, и сильное, как оружие. Тем временем Аси, Джесур и Умут чувствуют перемены. Джесур все чаще конфликтует с Яманом, он не понимает, зачем тот тянет время. Аси наблюдает. Она та, кто раньше всех замечает, когда что-то выходит из-под контроля. А Умут просто уходит в тень. Его глаза уже видели, как все рушится.
И в этой тишине Яман сталкивается с системой. Не уличной, а официальной. Силовые структуры, семья Сайсалан, корпоративные интересы – все переплетено. Он приходит туда, где все начиналось. Там, где когда-то была точка исчезновения. Ему не говорят прямо, но намекают. Ты здесь – ошибка. Твоя правда никого не интересует. Хочешь жить – забудь. Но он не пришел за одобрением. Он пришел напомнить, что он не ошибка. Он – следствие. И пока верх пытается устранить его молча, низ начинает шептать. На улицах говорят, Яман вернулся не просто так. Слухи ходят. Кто-то называет его героем. Кто-то – угрозой. Но все сходятся в одном – он больше не тень. А в доме Сайсаланов все трещит. Серхан теряет контроль. Он понимает, что удержать дочь уже невозможно. Руя все больше отдаляется. Не потому, что влюблена, а потому, что больше не может жить по правилам, в которые не верит. Шебнем молчит. Но ее молчание как тайна. Она знает больше, чем говорит. И вот в этот момент, когда кажется, что все держится на грани, Яман делает ход. Не ради себя, а ради тех, кто остался рядом. Он не ищет конфликта. Он просто отказывается больше уходить в тень. Он больше не скрывается. Яман стал слишком заметным. Не потому, что хочет внимания, просто потому, что теперь у него нет выхода. Он осознает, если не двигаться первым, то ударят в спину. И ударят по тем, кто рядом. Первым дрогнул Джесур. Он начинает действовать по-своему, резко, жестко, без согласования. Он не понимает, зачем Яман тянет. Почему не отвечает на угрозу силой? Аси пытается удержать его, но конфликт назревает. Их команда, проверенная улицей, начинает давать трещины. Слишком много эмоций. Слишком много страха. А враги этим пользуются. Они не бьют в лоб. Они запускают слухи, подделывают факты, выставляют Ямана тем, кем он не является. И все это не чтобы уничтожить, а чтобы изолировать. Сначала от друзей. Потом от Руи. А дальше от самого себя. Руя все чувствует. В ее доме давно не говорят правду, только обходят острые углы. Серхан напрямую запрещает ей даже вспоминать имя Ямана. Для него это не человек. Это ошибка прошлого. Опасность. Но чем больше он запрещает, тем сильнее в Руе растет ощущение, что именно Яман единственный, кто по-настоящему честен. Шебнем, напротив, становится тише. Смотрит, наблюдает. Она знает. Она точно знает, кем был Яман. И где он был. И почему его имя когда-то убрали из семейных разговоров. И именно в этот момент случается то, что нельзя обратить вспять. Один шаг Джесура, и все рушится. Он устраивает разборку с теми, кто связан с семьей Сайсалан. Он не просит разрешения. Он действует. И тем самым открывает двери тем, кто только и ждал повода. Вся система приходит в движение. Ямана вызывают. Неофициально. Без бумаг. Просто встреча. Разговор короткий. Ты начинаешь нарушать равновесие. В городе, где правит тишина, ты слишком громкий. Если не уйдешь, уйдут те, кто с тобой. Это уже не предупреждение. Это начало. Яман выходит оттуда с каменным лицом. Он ничего не говорит друзьям. Не объясняет Руе. Но с этого момента он начинает действовать по-другому. Не как тот, кто вернулся, а как тот, кто теперь не отступит. И даже те, кто раньше был с ним рядом, начинают бояться. Потому что впервые за долгое время он перестает сдерживаться.
Когда человек отказывается от защиты, он становится оружием. Яман больше не ищет компромиссов. Он больше не ждет. Все, что сдерживало его чувства, страх, сомнения, теперь за его спиной. Осталось только то, что требует действия. Город быстро чувствует это. Те, кто раньше шептали, теперь замолкают при его появлении. Система начинает паниковать. У нее нет языка, чтобы говорить с такими, как он. Ее инструменты, давление, манипуляции, страх на него больше не действуют. А значит, остается только одно – убрать. Тихо. Без следов. Так, чтобы никто не связал. Но Яман знает это заранее. Он не дает себя застать врасплох. Он идет вперед, прямо в центр. Туда, где принимаются решения. Туда, откуда давно бегут все, кто хочет остаться в живых, пусть и в тени. Он появляется там, где его не ждали. И говорит то, что боятся услышать. «Я больше не играю в вашу игру. Я не ваш и не их. Я – правда, которую вы пытались забыть». В это же время вокруг него все рушится. Джесур срывается окончательно. Он обвиняет Ямана в том, что их мир разваливается. Он не понимает, почему все стало так сложно. Почему нельзя просто вернуть старые методы? Аси уходит. Не в предательство, в сторону. Она не хочет быть частью того, что становится слишком опасным. Умут остается, но молча. И это молчание становится символом. Он все понимает, но знает, что слов здесь уже недостаточно. Руэ не отступает. Несмотря на давление отца. Несмотря на недосказанность матери. Несмотря на то, что каждый шаг к Яману – это шаг против всего, на чем держится ее семья. Она не требует любви. Она не просит объяснений. Она просто стоит рядом. И этого Яману достаточно. Но он знает, ее теперь тоже будут бить. Не физически, репутацией, давлением, изоляцией. Он не может допустить, чтобы она пострадала. И он делает то, что от него никто не ожидал. Он исчезает. Не как тогда, в детстве. Не чтобы спастись, а чтобы дать другим шанс выжить. Только теперь все не так просто. Потому что исчезнуть не значит выйти из игры. Наоборот. Это значит стать тенью, которую не видно. И именно в этом его сила. Когда тень становится тишиной, город начинает нервничать. Ямана нет. Ни на улицах, ни в разговорах, ни даже в воспоминаниях, как будто он никогда не возвращался. Но именно в этой пустоте чувствуется что-то неестественное. Его враги беспокойны. Он ушел слишком спокойно. Не хлопнул дверью. Не дал слабости. Не оставил улик. А это значит только одно – он ушел не навсегда. Руэ чувствует это всем существом. Она продолжает жить в доме, где все больше разговоров идет шепотом. Где мать словно жалеет, но боится сказать правду. Где отец делает вид, что контролирует ситуацию, но глаза выдают, он тоже ждет. Чего именно, он не признается. Даже себе. Руэ ищет. Не адреса, смысла. Она начинает видеть вещи, которые раньше прятались за фасадом привычного. Разговоры родителей. Людей, которых раньше считала просто гостями дома. Схемы. Влияние. Страх. Она взрослеет не по годам. И теперь уже не просто девушка из семьи Сайсалан. Она – человек, который знает слишком много, чтобы остаться в стороне. И однажды все рушится. Быстро. Без предупреждения. Старая схема, в которой были задействованы и улицы, и власть, дает сбой. Те, кто тянули за нитки, не справляются с новым порядком. Слишком много людей знают.
Слишком много правды вышло наружу. В этот момент город ждет, кто появится первым. Кто выйдет из тени и скажет: «Я здесь». И он появляется. Не эффектно, не героически. Просто возвращается. Яман. Но он уже не тот, кто ушел. Он не жаждет мести. Не требует правды. Он просто центр, вокруг которой все либо упадет, либо выстроится заново. Он приходит туда, где началось. Говорит с теми, кто скрывался. Смотрит в глаза тем, кто боялся. И делает выбор. Не для себя. Для других. Для тех, кто еще может жить иначе. Он не герой. Не святой. Он человек, который прошел все и остался собой. А Руя рядом. Не как награда. Не как итог. А как единственный человек, который увидел в нем то, чего не увидели другие. Свет. Когда все заканчивается, тишина – это не покой. Это последствия. Город жив, но изменен. Кто-то исчез. Кто-то остался. Кто-то начал все заново. А кто-то навсегда остался тем, кем был, просто научился молчать громче слов. История Ямана не о мести и не о победе. Это история о цене. О цене выбора, когда ты идешь против мира. О цене правды, которую нельзя доказать документами. О цене чувств, которые возникают в самое опасное время. Он вернулся не за справедливостью. Он вернулся, чтобы доказать, можно быть человеком даже там, где от человечности осталась только оболочка. Те, кто хотели его сломать, потеряли больше. Те, кто стояли рядом, стали сильнее. А он ушел не героем. Он просто исчез снова. Но теперь уже не один. Потому что рядом осталась она. Руя. Ненавязчиво, спокойно, твердо. Не как спутница. Как равная. Как та, кто тоже сделала свой выбор. И теперь ее история не меньше, чем его. Они не получили идеального конца. Они получили возможность. А в мире, где все давно куплено и поделено, возможность – это уже победа. Вот почему «Дикий» – это не просто сериал. Это зеркало. В нем не сказка, а выбор. Не герой, а человек. Не сюжет, а реальность. И когда выключается последняя сцена, ты не хлопаешь в ладоши. Ты сидишь в тишине. И думаешь. О себе. О выборе. О том, где проходит твоя черта между «так надо» и «так правильно». И именно за это Дикий остается с тобой. Надолго. Спасибо, что были с нами до самого конца. Если эта история задела вас хоть немного, не забудьте поддержать нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты» и обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о сериале «Дикий». Потому что каждая ваша мысль – это еще один голос в этой истории. До встречи в следующем пересказе. Там будет не менее драматично.